Добрый день, уважаемые коллеги. Правительство продолжает работать над проектом федерального бюджета на следующие 3 года. И в этой связи мы проводим целую серию совещаний по контурам главного финансового документа страны, его основным приоритетам. Вот с Михаилом Владимировичем позавчера, да, или позавчера? Ночью. Долго, часа 2, наверное, тоже обсуждали все эти вопросы. В числе этих вопросов исполнение социальных обязательств, финансирование национальных проектов, обеспечение безопасности России. Подчеркну, бюджет призван решать как текущие, так и перспективные стратегические задачи развития всей страны. Поэтому подготовка бюджета, как и его дальнейшее исполнение, это общая командная работа, которая объединяет усилия федерального правительства, министерств, ведомств, управленческих команд в субъектах федерации и в муниципалитетах. Очевидно, что стабильность государственных финансов, выполнение намеченных проектов и программ прямо зависит от положения дел в экономике России. И здесь нами обозначена главная цель, а именно обеспечить необходимые для этого темпы роста. Мы должны не просто идти в ногу с глобальной экономикой, а стремиться опережать ее динамику за счет раскрытия собственного потенциала отраслей, регионов и территорий, развития связей с зарубежными партнерами, за счет широкого внедрения передовых технологий, освоения новых перспективных направлений современной экономики. Для достижения этой цели нужно взаимно увязывать меры бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики, настраивать их прежде всего на поддержку и стимулирование роста. Вы знаете, говорил об этом уже в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Но еще в прошлом году мы с вами говорили, обсуждали все, что складывается в нашей экономике, говорили о необходимости принять меры, необходимые по борьбе с инфляцией, по укреплению макроэкономической стабильности, соглашались с тем, что это неизбежно приведет к охлаждению экономики, к ее, как мы говорили тогда, мягкой посадке. И общим мнением было также, что необходимо пройти по такому острому лезвию и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику не переохладить, не заморозить ее. Обсуждали эти вопросы и с российским бизнесом, с различными бизнес-объединениями. Что мы видим сейчас? По данным Минэкономразвития, в июле валовой внутренний продукт прибавил 0,4% в годовом выражении. А за 7 месяцев текущего года прирост ВВП составил 1,1%. Вопрос: этого достаточно? Это то, чего мы хотели? У нас получается решать задачу, которую мы перед собой ставили? Или нужны какие-то другие меры и более высокие темпы? Естественно, при обеспечении макроэкономической инфляционной стабильности с учетом взвешенной политики Центрального банка. Что касается инфляции, то здесь тенденция достаточно яркая. Если в июле рост потребительских цен составил 8,8%, то в августе 8,1%. А сейчас траектория снижения инфляции ниже прогнозов правительства и Банка России. Иными словами, усилия по снижению инфляции дают результат. Очень важно, чтобы умеренная ценовая конъюнктура позитивно отражалась на деловой инвестиционной активности, позволяла обеспечить более динамичный, устойчивый рост. И, конечно, в зоне особого внимания должно быть повышение качества отечественной экономики, борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов, что не только поддерживает справедливую, здоровую конкурентную среду, создает прозрачные условия для развития бизнеса, предпринимательства, но и позволяет получить дополнительные доходы федерального бюджета. Подходы в этой части мы сегодня также обсудим. Давайте начнем работать. Пожалуйста, слово Антону Германовичу Силуанову. Прошу, Антон.